Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий в августе 2026. Что ждать вашему знаку Зодиака и каков ключ к решению, возможно, вашей главной проблемы. Вот давайте с вами узнаем. И август будет поистине судьбоносным, поскольку именно в августе нас ожидает коридор затмений, причем начинается с солнечного затмения в вашем знаке. Именно это затмение открывает для вас новые горизонты, новые возможности. Это своего рода удача в делах, рост вашей популярности, а также для кого-то может быть создание бизнеса, своего личного дела, раскрытие своих талантов, творческих талантов. И хоть это затмение, мы говорим, да, затмение, но силы именно таковы, что это как энергия какой-то мощной перезагрузки, которые открывают совершенно новые возможности. Причем для вас Юпитер в вашем знаке Зодиака, Юпитер – это планета, как называют, большого счастья. Поэтому тут действительно, особенно вот эти предстоящие полгода, а может быть и 8 месяцев, они для вас будут очень важны еще и тем, что для вас новый цикл жизни, мои дорогие любимые львы, который будет на более далекую дистанцию, на 12 лет. Но из этих 12 лет самый важный будет именно первый год, а из этого года вот эти первые полгода. Но давайте мы с вами про август. Итак, ваша энергия льва, огненная стихия, солнечное затмение может дать, вот как я говорила, творческий импульс чему-то новому. Или может состояться какое-то внезапное даже событие в вашей жизни, связанное именно либо с вашей самореализацией, а также с любовной историей или с вашими детьми. В середине солнечного затмения нас ожидает смена кармических узлов. И это ось идет Водолей и Лев. Означает это то, что старые какие-то цели, намерения, они уже не вдохновляют. И внезапный поворот событий может быть связан именно во время вот перезагрузки, когда лунные узлы меняют ось. Это произойдет 18-го. И завершается коридор затмений лунным затмением в знаке Зодиака Рыбы, и это своеобразное освобождение. Вот давайте мы с вами расложим цыганский старинный пасьянс, и это будет как прелюдия. Событие начала августа. Так вот, какова же эта прелюдия? Это как подготовка декораций, мои дорогие, к тому, что будет происходить и развиваться в течение августа. Вот смотрите, может быть, на начало августа вы будете чувствовать себя несколько скованными. Выпадает значение как закрытый путь, или это как замок. Вполне вероятно, это скованность от того, что все-таки мы все разные, да? Есть какая-то заминка, когда вы не можете ее быстро осуществить. Но я бы сказала все то, что я уже проговорила, мои дорогие. Путь какой-то закрывается. И если в целом мы можем сказать, что это ситуация такая выбора, когда открывается перед нами одна какая-то новая дверь, но вместе с тем существует вторая, которую будете закрывать вы сами. Вот явно есть в вашей жизни то, что, уже вам не интересно, то, что не имеет смысла. Может быть, еще совсем недавно вам это казалось необходимым, нужным или желанным. Вот здесь может быть пересмотр, как и ваших ориентиров. Пересмотр может быть это ваших ценностей, того, что уже на последующий период, чему вы отдадите как бы свою силу или готовы будете что-то продолжать, но явно есть то, и вы явно с этим будете по началу месяца определяться, что же для вас, вот как прежние какие-то планы, прежняя система ценностей, может быть и отношений, вот здесь тоже неизбежно будет пересмотрено. Я должна сказать, что у нас первую неделю августа Венера в Деве, и это как строгий бухгалтер. Это практика, и никаких эмоций. Это рационализм, буквально, может быть, внимание к своему бюджету, к деньгам. Вот что-то вы, возможно, будете тут не просто переосмыслять, а еще и математически подсчитывать, потому что это имеет смысл. Вот именно не хочется для себя создать лишних иллюзий. Вот, наверное, по части иллюзий или того, что вы хотели или прежде считали, для вас это важно. Вот такой баланс вы будете устанавливать. Венера в Деве вам явно помогает. Но вот интересно, мы уже с вами выложили 3 ряда, и я не вижу пока совпадений. Очень редко бывает. Когда так бывает, я вам сразу скажу, это спокойное течение жизни.
Причем, да, спокойное течение жизни. Я повторяюсь, мои дорогие. Смотрите, у вас выпадает якорь. Якорь – это стабильность, надежность, безопасность. У вас еще выпадают, напомню, в нашем раскладе мы можем складывать карты, которые совпадают по значениям в крайних рядах, по горизонтали и вертикали. И у вас выпадает подкова. Раньше это был символ как на счастье, на удачу. Но сейчас у нас еще и год лошади, помним, да, поэтому тут правда какая-то удача вам улыбается. Но более того, эта карта, точнее значение семейного счастья, так, по крайней мере, прописано. Поэтому дела дома, дела личной жизни здесь, если и не идут как-то в гору, да, тут мы все разные, но, может быть, некоторые вопросы вы будете прояснять. И у вас, посмотрите, выпадает голубь. Голубь – это благополучие. И если у нас в начале, получается, расклада совпадает именно семейное счастье, то как будто до конца месяца, правда, уверенность, безопасность, благополучие. Когда голубь, это, знаете, даже если поначалу у нас что-то вот так в кось идет, или как вибрирует 50 на 50, что-то непонятное, но постепенно это все обустраивается. В конечном итоге все заканчивается так, когда для нас больше благополучия. Может быть, для кого-то и будут сложными некоторые вопросы, но значит, то, что нужно, вы подведете к итогу или как-то финал уже будете для себя видеть, на что вы готовы согласиться, а на что, может быть, нет, что вас интересует на будущее, что вы хотите продолжать, а что уже не имеет какого-то смысла. Вот, видимо, есть вот такая грань, когда выбирать вам придется, мои дорогие, любимые львы. И пока я с вами говорила, я смотрю, что мы можем еще соединить, а ведь и правда не так много значений. Но следующее значение у вас кольцо, а кольцо – это прочный союз. Поэтому есть какой-то человек, который с вами заодно, который буквально, может быть, и вам помогает, оказывает содействие, поддержку. А поскольку здесь у нас еще и подкова выпадала, семейное счастье, поэтому я могу сказать, что вот вопросы дома, вопросы вашей семьи, может быть, взаимоотношений, здесь какая-то очень приятная будет для вас траектория в августе. И могу сказать, что к концу августа эти энергии как бы удвоятся, потому что вот это значение голубя, оно как раз и символизирует об этом, что тут еще все вот в сторону как бы улучшения, в сторону укрепления, может быть, в сторону и взаимопонимания, если необходимо будет это найти. У каждого какая-то ведь своя история. Ну, давайте мы с вами продолжим расклад. Все то, что я не вижу даже тут предупреждающих каких-то моментов, которые присутствуют в этих картах, как, например, колокол, да, который свидетельствует о внезапном каком-то событии, или то, что для нас, совершенно вот неожиданно, и где-то, так мы можем замереть от этих неожиданностей, или, допустим, значение змеи, мои дорогие, вот это все не совпало, или значение маски, все в других, вот все предупреждающие моменты, они как разбросаны в картах, совершенно в других плоскостях, поэтому для вас спокойный период жизни, когда вы можете заниматься как и своим творчеством, своими, может быть, семейными делами или делами домашними. То, что касается вашей или недвижимости, или дом вы делаете более комфортным. Что захочет лев, у вас определенно что-то исполнится. Какое-то доброе событие вас ожидает. И первую карту мы, которую с вами достанем, что нового придет в вашу жизнь на ваш порог. И может быть это как раз и есть тот ключ или поворотный момент в августе. Следующая карта. Кто проявит себя неожиданно, давайте узнаем. Или, по крайней мере, какой вопрос вы не сможете игнорировать. Третья карта. Что прояснится, какие дороги откроются перед вами. Будем узнавать. Следующая карта. Что или кто изменит, быть может, ваши планы в августе, если это произойдет. Чем запомнится, мои дорогие львы, август месяц? Что нужно из августа взять с собой в будущее? И, соответственно, последняя карта – совет. И к чему же приготовиться? Что будет дальше? Итак, что нового вас ожидает в августе? Что может быть поворотным моментом? Мы с вами об этом говорили по пасьянсу. Смотрите. Волшебная карта, очень добрая карта, соответствует десятке червей. Это может символизировать для кого-то любовную историю, но не просто
знаете, как чувство или страстные чувства, страстная любовь. Все-таки собака – это друг, это взаимодействие, это взаимопомощь и это взаимопонимание. Причем эта колода Чиро Маркетти очень интересно. Он милую собачку прорисовал. И обратите внимание, без ошейника. Ошейник лежит рядом. Но вот как будто бы вот этот поводок, да, как будто дружбу предлагает собачка, вот это доверие, вот к вам может такие чувства или дружбу предлагать конкретный человек, или, если есть уже подобные взаимоотношения, то они будут продолжены. И, конечно, собака – это всегда надежность, это верность, это искренность, мои дорогие. Поэтому для кого-то может быть, как даже если были какие-то сложные взаимоотношения, они могут меняться именно в лучшую сторону. Почему так говорю? 18 число. Если мы сложим, мы получим 9. А 9 – это у нас по нумерологии вибрирующее число. И это число перемен, мои дорогие. Поэтому перемены как будто к лучшему. Давайте достанем еще дополнительную карту. И вместе с тем, может быть, есть тот человек, с которым вас будет объединять, ну, какое-то общее дело, общая задача. Или когда вы вместе можете искать какую-то информацию, вот я такого тоже не исключаю. И мы говорим о чем-то новом. Может быть, это и внешние события, или средства массовой информации, или вами двумя задуманное какое-то дело, когда вы тоже будете искать подход, как решить какой-то вопрос. Но часто карта птицы именно говорит о том, что очень много, как прилетает этой самой информации, ее придется переработать, может быть, искать дополнительную информацию, потому что тут могут быть как и фейки, или то, что, ну, как искажение, да, может быть, и говорят нам что-то одно, но если мы так покопаемся, что-то найдем, мы видим, что, нет, тут не то, тут уже немножко по факту что-то совсем другое. А как это у меня так получилось? Видимо, у меня в этой колоде... Или выпала карта, смотрите. Что выпало, то выпало, да? И не какая-нибудь карта, а именно крест – это обозначение судьбы. Вот вам, мои дорогие львы, как будто что-то по судьбе. Так а что это вам по судьбе? Что нового придет в вашу жизнь, на ваш порог? Деньги. Вы не будете нуждаться в деньгах. Кто-то может получить серьезную сумму денег, такую большую, или какой-то вопрос, может быть, финансовый, вы закроете, решите. Вот, кстати, правда. Иногда ключ будет говорить, не ключ, а, хотела сказать, замок. Или, может быть, ключ к решению какой-то проблемы у вас будет, обязательно будет, это точно. Потому что кто-то вам, если мы вот эти все карты рассмотрим, то смотрите, может быть какая-то в августе ситуация, когда вы не увидели выхода из какого-то положения, вы не знали, как подступиться, чтобы решить какой-то вопрос. Вам какой-то человек будет точно помогать, хотя, возможно, перед этим вы как рассматривали разные варианты. Для себя, ну, как мы говорим, да, голову сломал, думая о чем-то. Вот у вас, может быть, были тяжелые думы или были какие-то, ну, как не видим для себя выхода из создавшегося положения. Так вам только по судьбе кто-то будет помогать. И если эта тема финансовая, вы не только ее решите, вы как закроете, вы получите больше уверенности в завтрашнем дне, потому что у вас финансовая ситуация каким-то образом будет выравниваться. Поэтому для вас это может быть ключом действительно к решению проблемы. Ключом через взаимодействие с определенными людьми. Может быть, по королеве Пентаклей это человек напрямую рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или это тот человек, который асцендент имеет. Иногда королева Пентаклей означает близких, родственников, да, ну вот где-то нашу семью, взаимопомощь, поддержку, или это ваша собственная энергия, когда действительно Венера в Деве, вот вы будете, может быть, в самом начале месяца что-то для себя, то, что решается через финансы. Вопросы, связанные не просто с деньгами, а это может быть, к примеру, имущество, как движимое или недвижимое. И, может быть, какие-то вопросы вы тут будете для себя не просто прояснять, но хочется сказать, они все-таки движутся в гору. Вас будет что-то радовать, мои дорогие. Но именно, наверное, если мы спросили, что может быть поворотным моментом или ключом, да, вот к развитию событий, или, как знаете, переломить какую-то сложную ситуацию. Вот я вижу, что именно по финансам у вас здесь что-то будет видоизменено. Причем по пажу чаш
Это у нас часто пажи-вестники, поэтому это может быть, к примеру, как какая-то новость, которая вам приятна. Но я точно так же не исключаю, по пажам мы учимся сами. Поэтому для кого-то из вас чаши, да, может быть действительно какой-то новый проект, в котором вы будете делать первые шаги. Может быть, это как дополнительный заработок. Вот, да, чем больше карт достаем, тем подробнее нам рассказывают. Дополнительный заработок или источник дохода, который вы будете как на себя примерять, рассматривать, даже пробовать, бы я сказала. У нас потому что наша девушка, паж чаш, изображена такой, что вот посмотрите, с одной стороны телефон, с другой блокнот, она с кем-то общается, что-то пишет, то есть вот с одной стороны, опять же, аркан птицы, да, возможно, вам нужно разобраться, найти более такую надежную информацию, вы будете что-то разузнавать, а может быть вы будете план какой-то своего бизнеса, да, будущего создавать, или какой-то проект, но с каких-то совершенно новых позиций и новых возможностей рассматривать. Ну давайте еще узнаем, что же там за ключ, что же там у вас поворотный момент. И вот, наверное, все то, что я сказала с учетом пятерки пентаклей, ведь это всегда недостаток. Недостаток взаимопонимания раз и недостаток по финансам два. И именно этот вопрос, о котором мы только что говорили, который вибрирует, что и договариваться нужно, ну и может быть, как по финансам нужно, как разобраться с какой-то темой. Конечно, это карта мудрости, это карта того, что может означать какой-то лично ваш проект, какая-то ваша задумка, которая будет зависеть от начала до конца. Это вот как сам лев приступил к выполнению какой-то задачи, но и вы это дело не можете поручить никому, потому что иначе все пойдет тоже в кривь и в кость. Может быть, вам придется принимать такие важные решения. Иногда по отшельнику наступает для нас тот период, я вот очень люблю эту карту, и знаете за что? Никто не мешает. Поэтому мне хочется это сказать именно, ну, как самый главный смысл, с учетом тех карт, которые мы с вами разложили в пасьянсе. Тут и правда вам никто не мешает, как и заниматься своим проектом творческим, так и для себя, может быть, как приоритеты какие-то расставить очень правильные. И в этом нам дают шансы астрологические транзиты, мои дорогие. Но для кого-то вопрос может стоять именно если мы о личной жизни, ну, задумайтесь, а так ли для вас важно ваше одиночество для тех, кто один или одна. Здесь, знаете, захочется приятных эмоций, здесь захочется поменять, может быть, даже когда, ну вот как ритм жизненный. Может быть, раньше, словно отшельник, кто-то из вас жил, работа, дом, да, а вот своих планов не было. Тоже даже отшельник – это такое состояние иногда души, когда мы испытываем где-то и недопонимание, когда мы даже бываем в паре, но как чувствуем вот то, что называется одиночество вдвоем. Вот какая-то мечта, потому что по семерке чаш всегда мечта, какое-то вдохновение или какой-то порыв, мои дорогие, может быть, инсайт, нас как зовет в дорогу, или приглашает нас приступить к какому-то делу, или начать что-то изучать. Обязательно начните что-то. Не откажите себе, мои дорогие, любимые львы, потому что для вас это каким-то поворотным моментом может быть. К примеру, ростом вашей популярности или удачным бизнесом, например, или удачным творческим проектом, удачной возможностью дополнительного, может быть, заработка, или кого-то жизнь позовет в дорогу. И не отказывайте себе в этом тоже. Вот какой-то ваш путь по отшельнику или какую-то вам дорожку определенно нужно совершить, потому что это имеет какой-то мудрый, очень важный смысл для вас. Вот как будто оставь все то, что было у тебя прежде. Может быть, закрытый путь будет означать еще и то, что придется наводить порядок, как и в мыслях. Может быть, кому-то и дома иногда так, но всегда эта карта говорит о том, что то, что у тебя было до этого момента, то, от чего ты устал. Вот как будто эта полка, да, посмотрите, это у нас второй Евы, падает, и человек пытается что-то удержать. Что ты тут удержишь? Карта говорит, отступи полшага назад. Позволь чему-то рухнуть, пронаблюдай, как будто за этим, сделай важные выводы. Ну, не случайно отшельник. Вот именно есть какие-то дела у вас, мои дорогие, которые нужно завершать. Не пытаться заново, как знаете,
направить все на решение там темы или какого-то намерения, все ваши силы. Нет, ни в коем случае. Тут нужно переключать внимание на что-то другое. Что-то само завершается. Ведь десятка свечей в этой колоде или десятка жезлов нам символизирует о том, что какой-то прежний цикл нашей жизни уже заканчивается. И вы можете испытывать, для вас, видимо, это тоже такой поворотный момент. Будьте к этому готовы, потому что это карта искаженного восприятия. Нам может казаться, что мы как будто скованы, как будто мы не можем что-то предпринять. А на самом деле у вас то, что вы думали, даже невозможно, или в чем вы сомневались, вот есть у вас какая-то или чья-то помощь, или конкретная, как, может быть, помощь высших сил, удачное стечение обстоятельств. Но все-таки я тут вижу больше через взаимодействие, когда вы можете как решить вопросы по дому, по личной жизни, по вашему бюджету, по деньгам, безусловно, или откуда к вам поступают деньги на будущий период. Давайте откроем вторую карту. Кто проявит себя неожиданно? Семья. Ваши родственники. Те люди, которые вхожи в ваш дом. И ведь у нас древо сферот изображено не что-нибудь. И дерево – это, конечно, наши корни. Это рост благосостояния, это рост благополучия, мои дорогие. Это уверенность в дне сегодняшнем и в дне завтрашнем. Но что вас не оставит равнодушным? Что вы не сможете игнорировать? Какую-то приятную новость, какое-то предложение очень приятное у вас будет. Может быть, у кого-то признание любви, мои дорогие львы, такое тоже не исключаю. Что вас или кто не оставит равнодушным? Да точно у кого-то дорога может быть и не одна дорога. Для кого-то это, знаете, как судьба, опять же, вас позовет в путь. Может быть, вы будете готовить документы, даже я не исключаю. Потому что пентаклевые карты для кого-то могут означать не только деньги, а еще и бумаги важные, документы. И колесница – это всегда перемены, мои дорогие. И здесь вот посмотрите, как крылатый пегас мчится буквально ночью автомобиль. У нас тут показан. И иногда, кстати, эта карта свидетельствует о том, что какие-то вопросы вы решаете с автомобилем. И если мы говорим, что не оставит равнодушным, видимо, для кого-то может проиграться так, когда вопросы с вашим автомобилем, то есть ваше авто. Может быть, смена авто. Может быть, какая-то тема, там, ремонт даже, да. А у нас время такое наступает, и для вас очень важно держать в фокусе внимания и быть, первое, мобильным, иметь постоянный интернет-доступ стабильный, это второе. И третье, это иметь определенную сумму денег для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Вот эти три составляющие, я могу сказать, это на последующие 7-8 лет. Это у нас, как подсказка, идет у нас Уран в Близнецах. И вот эти три пункта, мои дорогие, кто-то из львов будет, как отчетливо ощущать, что для меня сейчас действительно вот эти три траектории или три позиции. Интернет, доступ стабильный, финансы, пусть это невеликая сумма, но это та сумма, которая к вам поступает, которую вы получаете, и именно быть мобильным. Даже если у вас нет автомобиля, вы можете продумывать в августе какие-то маршруты. Будьте внимательны, потому что, опять же, что не оставит равнодушным. Емкая карта, старший аркан, поэтому много говорю. Для тех, кто из вас планирует дорогу, дорога может быть в каком-то новом маршруте. Или дорога, которая внезапная, когда вам придется куда-то отправиться, мои дорогие. Может быть, и для этого потребуется изменить свой собственный график. У нас могут быть такие внешние события, когда маршруты придется перестраивать. А для кого-то из вас эта карта будет свидетельствовать напрямую. Человек, может быть, который рожден под знаком зодиака стихии Рак, мои дорогие. Именно старший аркан Колесница, к нему относятся представители знака зодиака Рак. И, может быть, есть какие-то взаимодействия. Может быть, эта карта будет говорить о том, что с семьей куда-то вы все вместе. Как будто нужно выйти. Вот смотрите, девятка, да? Может быть, с кем-то и договариваться вам тут придется. Кто-то, я не исключаю. Здесь у нас Паш выпадал. Кто-то всерьез задумается о том, а не получить ли мне права. И вот, кстати, можете вы в августе пойти учиться.
именно для того, чтобы получить эти самые права. Потому что вот вам, как задача для львов, вот как вы закрываете какой-то гештальт, и как будто наступает время идти вперед. У вас обязательно будет какое-то радостное событие, какая-то возможность, мои дорогие, когда вы себе скажете, именно оглядываясь назад, что я вот в этом деле сделал все, что мог. Будьте готовы к этому. Ладно, давайте откроем следующую карту. Что же прояснится? А ведь и верно, у кого-то будут проясняться вопросы, которые связаны с личной жизнью. Вот я такого не исключаю. Обратите внимание, 33 и по нумерологии 6 – это уже победитель. Лев выходит победителем. Может быть, в каком-то деле, которое касается взаимодействия, опять же, с каким-то конкретным человеком. И здесь у нас роза, как в клетке. Как вы захотите, мои дорогие любимые львы, так вы можете развивать какую-то историю отношений. Ключи, самое главное, да, в ваших руках. Вам август дает преимущество, как не только финансовые вопросы решить, не только связанные, может быть, с мобильностью или последующими вашими планами по части денег, по части развития творчества, по части работы, но и в личной жизни тоже. Но, имея этот ключ, вы только будете определять, закрыть вам эту дверцу или открыть. Есть какой-то выбор. Но если вы кому-то скажете «да» или «может быть и нет», я такое тоже допускаю, но вот как знаете, какое-то важное решение вам предстоит принять. Это что прояснится, стало быть, как-то и обстоятельства вас будут подводить к таким выводам, когда вы больше остаетесь довольны. Но вы именно, мои дорогие львы, хозяева положения, хозяева августа. Так что же все-таки прояснится? У кого-то будет проясняться ситуация в личной жизни, да. Но точно так же может проясняться какой-то бизнес-проект или совместный какой-то проект. Может быть и по работе, двойка свечей. Явно эти взаимоотношения или какие-то намерения, или как планы, они присутствовали раньше, но теперь это в каком-то новом формате. И вы, я такое допускаю, что прояснится в разговоре какая-то тема для вас, будет тоже прояснена, и она связана с тем, что вы когда-то собирались осуществить. Так вот теперь аркан силы будет говорить о том, что в ваших силах сделать как минимум несколько важных шагов для того, чтобы то, с чем вы определитесь в августе, было продолжено на последующий период. Более того, от вас потребуется, ведь карта силы – это как солнце в деве. Это карта критического мышления. Вы тут будете слышать, может быть, много комплиментов, много каких-то очень приятных новостей у вас будет. Будут у вас и помощники. Но почему-то я вижу, что лев – он не совсем в таком восторженном состоянии. Может быть, так энергии на вас. Планетарные транзиты оказывают влияние, вы будете более продуманы. Вот не захочется вам не то что обмануться или просчитаться, а вам захочется больше порядка в своей жизни навести, мои дорогие. И вот даже такие энергии вам помогают. Поэтому какие дороги откроются? Наверное, те, от которых вы не откажетесь, те, которые наметите вы сами. А по аркану сила откроются еще и те дороги или те возможности, когда даже в сложных делах вам придется договариваться, и вы будете, как шикарные дипломаты, если лев поставил перед собой задачу, то даже со сложным, несговорчивым человеком или по какой-то давней истории вы сумеете в августе договориться. Что или кто изменит ваши планы в августе? Давайте будем узнавать. По аркану Луна здесь могут проходить люди, которые к вашему ближайшему окружению относятся. Или это ваши близкие. Снова аркан мудрости. Или это кто-то, может быть, и из людей, опять же могу сказать рак. Да, ну это я так попутно. Понятно же, что мы все разные. Но по аркану Луна это всегда, знаете, как что-то такое, то, что пока не прояснено. А мы как раз и спрашиваем, что или кто изменит ваши планы. И карта мудрости – это 22-й старший аркан, обычно 21 старший аркан. Но здесь олицетворение той мудрости, когда вы как будто сами, слушая свою интуицию, знаете решение. Карта Луны – это как раз об интуиции. Но если мы говорим, кто изменит ваши планы, то здесь могут быть
изменены планы, которые касаются именно жизни личный раз, и планы, может быть, вашего места пребывания или планы, связанные с вашим домом. Но в любом случае, для вас, посмотрите, мало того, что у нас и победа, мы говорили, так вот еще и праздник после победы. Что изменит ваши планы, у вас получится осуществить какой-то проект. Он вам принесет отдых, радость, релакс, потому что по аркану Луна здесь, конечно, могут быть и такие моменты, я этого тоже не исключаю, когда какие-то люди себя поведут, но совершенно для вас непредсказуемо. Может быть, это те люди, которые вообще не относятся, кстати, к ближайшему окружению, потому что от ближайшего окружения я тут вижу как раз какие-то приятные моменты. Ну, к примеру, что изменит или кто ваши планы? Звонок с работы, да? То, что вы не ожидали, то, что было как бы скрыто, аркан опять же Луна. А тут вы узнаете какую-то тайну, она будет касаться работы, и, скорее всего, вы тогда будете принимать мудрое решение. Или для кого-то из вас даже что-то приятное, но это тогда будет связано с жизнью личной или с теми людьми, которые вхожи в ваш дом. А тут вот как раз что-то складывается в красивый узор, когда есть и праздник. Это когда, может быть, оно... Август – это ваш месяц, когда, знаете, вся семья в сборе, когда торжество или когда собираются по поводу какой-то победы. Может быть, это не просто ваша победа, а во взаимодействии с кем-то. Тут будет какой-то волшебный период, который, вам совершенно необходим. Не просто как кратковременная радость, а для того, чтобы вот как всем вместе собраться, вам этот, может быть, день такой, если он будет, а может быть, таких дней будет несколько, может быть, за общим столом или в каком-то месте, да, вы так можете оказаться, может быть, кто-то даже на какой-то корпоратив пойдет, и там вы можете узнать какую-то новость или общение, может быть, с конкретными людьми для вас в августе открывает новые горизонты. Вот я тут тоже этого не исключаю. А вот интересно, в какой сфере это жизни проиграться может? Давайте я еще. Нам снова говорят путешествия, перемещения и деньги. Вообще шикарная карта, одна из лучших, я бы сказала. Рыба – это богатый улов. Это для кого-то, правда, по работе может быть такая, банальная ситуация. Какой-то человек, может быть, решил уволиться, освобождается вакансия. Для вас тогда это какой-то новый горизонт и, соответственно, больше заработков. Может быть, кому-то будет предложена работа, которая связана с перемещением, может быть, с командировками или в жизни личной у вас здесь тоже между двумя, если особенно у вас есть партнер, здесь могут какие-то быть важные решения по части поездки какой-то. Или когда вы надумаете, что пусть не в августе, а где-то попозже, вы, как для себя совершенно новую траекторию уже как загадаете, или, не совсем тут загадаете, а как тезис-план себе составите, приступите, и у вас получится это осуществить. Пусть это не буквально в августе, а на какую-то более далекую дистанцию, мои дорогие, наступает то время, когда сбываются ваши мечты. Нечего добавить, и это будет менять ваши планы. Чем запомнится август? Что нужно взять с собой в будущее? Мудрость мы говорили, да? Знания. Кому-то придется, может быть, проходить курсы, как говорю, сесть за парту. Не буквально парту, а когда дополнить нужно ваши знания, может быть, еще как дополнительными какими-то. Карта-книга – это всегда карта тайны. Но нам здесь еще и часы. Чаромаркете изобразил. Как будто не торопись, еще пройдет определенный период, и ты узнаешь какую-то тайну. А мы спросили, чем запомнится август. Поэтому некоторые тайны вы можете узнать. А если мы говорим, что взять с собой будущее, готовность учиться, безусловно. Готовность узнавать что-то новое и себя словно перестраивать, может быть, шаг за шагом. Будут глобальные перемены в вашей жизни. Король свечей – это ваше желание. Это харизматичный лидер. Это именно та ваша задумка, которую вы хотите осуществить. Возможно, это касается какого-то человека, кстати, о котором вы узнаете определенную информацию. Могу сказать и следующее, что вы можете узнать о каком-то человеке, даже что-то такое не совсем лицеприятное. Может быть, это будет связано с тем, что у вас были, как надежды на конкретную персону, или то, что у нее что-то получится. А потом вы увидите, что, нет,
либо у человека что-то не получилось, либо, ну, каким-то образом есть взаимодействие ваше. Возможно, вам кто-то предложит тот проект, который не получился у кого-то другого. И вам будет поручено это дело. А что тогда с этим делать, с учетом 7 свечей? Что вам-то с этим делать? Да вы знаете, тут может такое стечение обстоятельств быть. Вот, к примеру, даже по работе. Когда вы узнаете, правда, какую-то рабочую ситуацию, может быть, это будет связано, опять же, с руководителем, с каким-то конкретным человеком, который, ну, находится достаточно на высокой должности, занимает определенный пост, и вы о нем что-то такое узнаете. Или могут ходить сплетни, мои дорогие, иногда по 7 свечей или 7 жезлов. И нас пытаются, вот вас конкретно пытаются увлечь в какой-то проект. Где-то карта все-таки говорит, что у вас здесь может быть такая ситуация, когда вам придется, правда, выбирать, на что-то согласиться, а есть и то, что вам будет не нужно. А нужно именно другим людям, потому что в вас видят определенный ресурс. У вас, скорее всего, в связи с этой ситуацией будет какой-то выбор, и у кого-то это может даже сопровождаться тем, что вы будете рассматривать либо для себя новые вопросы, как бы карьеру строите, да, к примеру. Но здесь какие-то откроются как и перспективы, так и новости, которые могут быть связаны, что да, допустим, ваш план был прежде определенно один, да, какой-то. Вот тут меняется ситуация, когда вам придется этот план пересмотреть, потому что как и новые возможности могут открыться, но могут открыться некоторые тайны о людях, о персонах, и, может быть, в зависимости от этого вы тоже будете как менять свои планы на будущее. Может быть, у кого-то банально, ну вот таким образом, не совсем простым. Буквально ваше солнце, что-то проясняется таким образом. Таким образом, само пространство вас освобождает от того, что уже не нужно, от того, что как расчищает. Знаете, судьба перед вами путь, потому что отсеиваться будет или как отфильтровываться могут даже отношения, и пусть это будет у кого-то по работе. Я не исключаю, может быть, и связано с далекими родственниками. Все то, что происходит не случайно в августе, как и события оказывают влияние на вас, так и люди, которые принадлежат к вашему окружению. Вот что происходит в их жизни, каким-то образом оказывает влияние и на ваши планы тоже. И вам приготовьтесь к тому, что в августе придется как пересмотреть кардинально свои собственные предпочтения и собственные планы, свои, вот то, что нам дорого, любимо, что мы хотим именно с собой взять в будущее, оно будет неизбежно пересмотрено в контексте того, что уже будет меняться в августе. Я могу сказать, что здесь это может быть пересмотрено, может быть, больше во вторую половину августа, хотя мы все разные. Но тогда карта Солнца, карта ясности, карта не просто нового маршрута, а когда новое качество жизни мы приобретаем. Но карта еще и говорит, что придется тебе, Лев, сначала выбор какой-то сделать в зависимости от услышанного и где-то, может быть, и предложенного. Я такое не исключаю, у кого-то 2 выбора сложных может быть, и с этим будет связан тоже август. Но, значит, и таким образом судьба вам дает шанс. Судьба вам расчищает путь вот именно к Солнцу 6-8 месяцев на то, что вы соглашаетесь. Вам точно придется продолжать, и это будет для вас тоже означать благополучие. К чему приготовиться, ну или карта совет. Вот приготовьтесь к тому, что если меня смотрят мужчины, то это для вас, мои дорогие мужчины, есть что-то, что дорого, любимо, но в то же время с чем-то вы и не согласны. Мои дорогие девочки, для кого-то из вас могут быть такие ситуации, которые все-таки больше касаются личной жизни, когда, ну, может быть, и есть ваш партнер, но как-то партнер, вот как мужчина, смотрит в другую сторону. Что это говорит? Другая сторона, это не значит, что там мы сейчас не про какие-то треугольники любовные говорим. Нет, здесь может быть именно у кого-то из вас как сложная ситуация, либо у мужчин, может быть, по части, ну, именно жизни личной, или по части, ну, как сожаление, да. Почему я так говорю? Потому что мужчина именно нам показан босым. И когда вот оголенные ступни,
это уязвимость, мои дорогие. Поэтому к чему приготовиться? Если меня смотрят мужчины, ну вот такая подсказка приходит. Ты можешь чувствовать свою уязвимость почему-то. И она будет не связана тогда с твоими делами. У тебя дела как раз идут в гору, вам все планетарные транзиты помогают. А может быть вот как раз в жизни личной что-то не сложилось, что-то не склеилось. Но тогда путь идти дальше. Мои дорогие девочки, здесь может быть и тоже как связано, может быть с мужчиной, которого вы знаете, может быть это именно личная жизнь, но есть какие-то вопросы, тем не менее. Возможно, это просто у вашего партнера как ну, какой-то сложный период жизни тоже, да, когда он вынужден, например, меньше уделять внимания, а больше заниматься финансовыми вопросами, я вот такого тоже не исключаю. То есть тут есть какая-то история, которая будет продолжаться и на осень, прежде чем выровняется какое-то положение. Но тут можно долго говорить из того, что у нас выпало до этого времени. Тут множество каких-то ситуаций. Вот берите только то, что откликается в вашей душе. Но, в принципе, то, что может быть какой-то эмоционально сложный такой период, который связан именно с жизнью личной. Просто будьте к этому готовы. А вот почему это такое? Давайте к чему приготовиться, какой совет? Вы как будто себе много надумали, понимаете? С одной стороны, вот как сложилось, есть какая-то ситуация, которую вы изменить не можете. Но нет смысла о ней думать. Тут как будто нужно встать и идти вперед, мои дорогие. А мы все анализируем то, что было в прошлом. Я надеюсь, все правильно понимают, что 13-й старший аркан – это чаще трансформация. У кого-то трансформация в личной жизни. Может быть, у кого-то выход из одиночества, мои дорогие. Но тогда это вам еще предстоит этот выход сделать. Вам как себя отстроить, может быть, придется заново. Очень редко, когда карта смерть символизирует именно происшествие клиническое, да, будем говорить, в нашей жизни, когда сама по себе факт, когда уходит из жизни любимый наш человек. Может быть, я допускаю, поскольку из разных стран меня смотрят люди, у кого-то это проигрывается, но тогда карта искаженного восприятия, карта внутренних страхов. Девятка перьев будет говорить, что все равно тебе, хоть ты и чувствуешь в чем-то уязвимость, но тебе наступает путь идти вперед. Но сделать это на каком-то эмоциональном надрыве, себя заставить практически невозможно. Но уже сама судьба тебе посылает совершенно новую историю. Отпускайте то, что вы не можете изменить. Правда, может быть, вот именно третья, не третья, а это у нас получается шестая позиция, третья во втором ряду. Для кого-то из вас символизирует именно ту историю, которая не совсем простая, та, которая завершилась. И, может быть, это произошло уже давно, а не в августе. Может быть, у кого-то месяцы назад или годы. Тут по-разному, все разные. Но, понимаете, то, что мы уже прошли какой-то путь, и то, что мы не можем изменить, это не значит, что мы-то сами должны застревать в этом надолго. Видимо, будьте добрее к самим себе. Вы сейчас проходите, и, кстати, где-то нас эмоции могут накрывать именно в конце августа. Почему, мои дорогие любимые львы? Лунное затмение в рыбах – это период очищения, освобождения от того, что какой-то период было тайным, но стало, может быть, явным. А может быть, какая-то запутанная история, которая длилась очень долго. Она тоже стремится к финалу. Почему? А потому что на кону вот именно какая-то новая история, которая касается жизни личной. Вот я вижу, что тут по личной истории будет именно последние арканы символизировать для тех, что кому сейчас может быть эмоционально тяжело. Тогда к концу месяца вы, значит, как-то сумеете себя, может быть, простить за какие-то ошибки, может быть, простить какого-то человека или принять, опять же, то, что мы не в силах изменить. Но это все только через доброту и милосердие к самим себе. На кону ваше солнце. Вот этого вы изменить не можете, мои дорогие. И значит, если одна история закончилась, на смену ей приходит другая. И вот на моем сайте, я вас приглашаю на свой сайт, у меня там астрологический прогноз. Перейдите, правда, прочитайте, вот кому это
важно, кому это нужно, информации будет больше. Я, кстати, на сайте на своем специально фото сделала именно вот этой колоды. И аркан-развилка здесь изображена как лестница. Ну, кто смотрит мои расклады часто. Вот обратите внимание, ну, вот так заканчивается наш расклад. Кому-то действительно, может быть, важно услышать. Вы как прошли середину пути, может быть, жизненного. То есть что-то в вашей жизни уже было, складывалось. И вроде бы было все понятно, ровно, гладко. Ну, так условно будем говорить. И вот именно сейчас вы находитесь вот в этом промежутке. И у нас в течение августа, как 12 августа, солнечное затмение в вашем знаке открывает нам какую-то дверь. Но лунное затмение будет как раз и символизировать о том, что вам самим нужно в конце месяца, 28 августа, закрыть какую-то другую дверь, в которой уже так сложились обстоятельства. И стало быть, мои дорогие любимые львы, будет какой-то выбор. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.